Elden Ring — это одна из тех игр, где все самое интересное с миром произошло еще до того, как туда пустили игрока. И знаете, вот мне всегда очень обидно, когда лихие драматические сюжеты все где-то там в записках и воспоминаниях, а не здесь и сейчас. Но что-то я заговорился, это же не мое мнение, и не мое вступление, и даже не для меня сценарий. Про Elden Ring вам снова расскажет приглашенный Librarium, а со мной, Андреем Хайвером, услышитесь в следующем видео от FunPay. Честно-честно, Ваня, удачи с озвучкой, ну а я в отпуск. Сейчас Ваня задаст. Итак, Librarium на связи, снова привет FunPay, привет зрителям. В прошлом ролике я вам битый час рассказывал, как жил-поживал низший, средний и средневысокий класс в мире Elden Ring. Сегодня же поднимемся аж до самых высот и поговорим о то роскошной, то тревожной жизни элит Междуземья. От интеллигенции до правительства, от героев до богов. И в конце видео, как и в прошлый раз, будет небольшая викторина. Посмотрим, как вы запомните содержимое. Так что мозг включили и не выключаем аж до самого конца. Сложно, да, а жизнь какая? Так, в общем, сценарий для видео написал не я, напоминаю, а Гертруда, спасибо ей за это. А мне, Librarium, спасибо, между прочим, за озвучку. А благодарность за монтаж отправляется Владиславу Рязанову. Какие, блин, мы все тут молодцы, однако. Вы на канале торговой площадки FunPay, которая вдруг начала угорать по лорам игр. И мы начинаем. Задолго до начала Elden Ring Междуземье было разделено на несколько разных государств с разными формами правления. В замке Грозовой Завесы сидел король, чья власть опиралась на группу влиятельных рыцарей. У общества на Плачущем полуострове была клановая система, на вершине которой находился самый воинственный клан. У волшебников было что-то вроде республики, где правителя выбирал совет самых умелых и влиятельных магов. Магия в мире Elden Ring подобна науке, изучение мира и открытие новых заклинаний буквально смысл жизни для многих магов. Потому в правители выбирали самого выдающегося изобретателя. Однажды совет выбрал Риналу из древнего рода Кария, впечатлившись ее заклинанием полной луны. О королевстве солнца известно очень мало. Похоже, оно старше всех перечисленных выше. Но мне кажется, в нем была теократия. Не осталось и следа от его королей, а вот жрецов культа смерти и объектов их поклонения – воз и тележка. Основные события лора начинаются с того, что Золотой порядок, культ Марики и внешнего бога Великой Воли захватил почти весь континент и установил на нем фэнтезийное подобие феодализма. Во главе государства стояла королева Марика, буквально наместница бога на земле. Благо, в мире Элдена бог активно участвует в жизни смертных и может подтвердить легитимность королевы чуть ли не лично. Власть Марики была абсолютной. Она могла объявить, что Океания всегда дружила с Остазией, а кто думает иначе, позорный еретик. Могла выгнать первого мужа и жениться на самой себе. Да, могла выкинуть кусок континента в другое измерение, как это случилось с землями теней. Могла изменить законы биологии, что она и сделала, когда запретила людям умирать, убрав из миропорядка руну смерти. Она же определяла законы Великой Воли. Короче, бардак. Ну, как бы то ни было, ниже королевы в иерархии стояли правители. Когда Годфри, первый повелитель Элдена и первый муж Марики, завоевывал очередной регион для королевства своей жены, нужно было найти для него правителя, верного Золотому порядку и способного удержать земли под контролем. И похоже, что второй Марика ценила больше, чем первая. Король Ястребов из замка Грозовой Завесы пал в битве с Годфри, однако его рыцарям предложили перейти на сторону Золотого порядка. Они были способными воинами, и народ в регионе их уважал. Некоторые не согласились и стали изгнанниками, отправились наемниками в земли, которые в то время были неподвластны древу Эрт, в Каэлит или еще дальше, в парящий город драконов. Другие согласились, и после гибели короля Ястреба его замком фактически правила группа военачальников. Заодно и всем регионам. Замок Грозовой Завесы стал столицей обширной области, включавшей Грозовой холм, Замогилье и Плачущий полуостров. Лиурния оказалась крепким орешком. Дважды Золотой порядок пытался захватить ее и оба раза проигрывал войну. Заклинания волшебников не уступали эффективности чудес древа Эрт. Тогда Марика придумала хитрый план и присоединила Лиурнию к своей стране через династический брак, послав к Ринале красавца Радагона. Рыжеволосый герой сразу приглянулся королеве волшебников, а ее подданные устали от войн и легко согласились на мирный договор, не догадываясь, что под личиной Радагона скрывалась сама Марика, желавшая не только мира, но и магических знаний. Выходка вполне в духе Марики. Королева любила подглядывать за подданными в чужом обличии, возможно, даже не всегда человеческом. Не просто ж так вуаль, превращающая персонажа в мебель, называется шалостью Марики.
Именно у королевы ее украл Годрик, в кабинете которого вуаль можно подобрать. Так или иначе, с династическим браком Республики Волшебников пришел конец. Лиурния стала частью феодального золотого порядка, но сохранила независимость от религии Древа Эрт. Сколько бы ни осуждали священники изучение звезд, поиск бессмертия или создание гомункулов, волшебники свободно занимались этим, даже став частью королевства Марикия. Эпоха завоеваний длилась несколько десятилетий, а то и столетий, а последующая за ней эпоха мира и того больше. Жизнь полубогов и выдающихся волшебников вечны, но обыкновенные люди жили и умирали как обычно. Общество развивалось. От темного средневековья к эпохе просвещения наука делала новые открытия, менялась мода, культура золотого порядка вытесняла прежние культуры и религии, как христианство вытесняло язычество из средневековой Европы, или сливалось с ним, превращая вчерашнюю ересь в канон. Выбранные по способностям правители передавали власть своим детям, не всегда таким же способным. Некоторые знатные дома процветали, другие лишались богатств, превращались в наемников или еретиков. У каждого региона была столица, где сидели правители. Им подчинялись правители областей поменьше, которым, в свою очередь, подчинялись правители отдельных городов и деревень. Замок столичного лорда плавно перетекал в город вокруг него, а соседствующие с ним церкви и особняки богачей порой не уступали ему в роскоши. Особняк Марики отличался от соседних разве что близостью к древу Эрт. Крепость круглого стола больше, а золотые крыши есть у многих богатых домов. Башня Реналлы в Академии самая большая, но в основном потому, что там же находилась главная библиотека. Королевская семья Кария вообще жила в небольших башнях, как и многие колдуны, которые селились за пределами городов-волшебников – Селии и Рай-Лукарии. Родовое поместье Кария использовалось для общественных мероприятий, приема важных гостей и обороны. Судя по этому залу с широким кругом резных кресел, именно в особняке Кария собирался совет волшебников, чтобы обсудить дела государства. Столицы регионов были центром общественной жизни, науки, моды. Туда приезжали лучшие ремесленники и воины в поисках богатых нанимателей. Там множились ученые и философы. В них стекались ресурсы и товары с торговых трактов. Статуи на замках делались из лучшего камня Междуземья, а фрукты и вино на столы богачей привозили с других континентов. А вот правители маленьких областей жили кто как. Замок владельца плачущего полуострова огромен. Целый вертикальный город, вобравший все лучшее со своих земель. Судя по количеству трупов, валяющихся там после мятежа бастардов, в нем жило множество людей. На некоторых сохранились одежды вельмож. Вероятно, это были богачи, помогавшие правителю править. Некоторые одеты в сет простолюдина с вышивкой, далеко не самая бедная одежда. Притом, плачущий полуостров в игре выглядит весьма бедным. Нищие деревни, тюрьмы, ссыльные рабы, унылая безрадостная картина под стать дождливому климату. Весьма вероятно, что полуостров стал таким во времена раскола, когда бежавший из столицы Годрик захватил его и поставил там надзирателем своего рыцаря Эдгара. Судя по мастерским, жители замка должны были делать оружие для армии полубога. Хоть описание и называет Эдгара блестящим правителем, именно он приспособил под виселицу каждую горизонтальную палку в замке, ведь бунтовавшиеся рабы-бастарды предпочитают рубить пленных, а не вешать. Да и взбунтовались мутанты именно при нем. Скорее всего, предыдущим правителем полуострова был полубог, чей труп лежит в бродячем мавзолее. Судя по реплике призрака, он был нелюбимым потомком Марики, потому его отправили править самым дальним зажопьем Междуземья. Однако со своими обязанностями он справлялся весьма неплохо. В игре нет портов, но лор предполагает, что Междуземье активно торговало с другими континентами, а многие знатные семьи бежали от войн раскола в другие страны. Если сопоставить, куда плывут лодочки на карте, где валяются останки кораблей, где есть маяк и нет отвесных скал, то получается, что правитель замка Морн владел одним из крупнейших портов на континенте. Этим объясняется богатство его обитателей и необходимость строить к нему аж целый тракт, вымощенный позолоченной плиткой. Как-никак, по нему на континент текли иностранные товары и гости из-за границы. А для особо важных гостей на полуострове находилась особая крепость с тайным порталом прямиком в Лэндейл. Вполне может быть, что им пользовались вернувшиеся из других стран шпионы. Башня, куда переносит портал, ведет во двор крепости Круглого Стола, где и сидел начальник королевских шпионов. Он может быть тобой, он может быть мной, он даже может... В соседнем регионе, Замогилье, все было наоборот. Богатые плодородные земли даже после раскола сохранили след хорошей жизни. Однако замок правителей Замогилья позорно мал даже по меркам игры.
Размеры в Elden Ring очень условные, как и в любой другой игре. Весь континент можно пересечь на лошадке за полчаса, тогда как по лору он размером с Европу. Соответственно, крепости и локации существенно меньше реальных аналогов. Но замок Хейтов маленький даже в сравнении с другими в игре. Это просто форт, где едва уместились пара оружейных складов. А все потому, что его владельцы поколениями жили в столице и лишь изредка посещали свою вотчину. Скорее всего, так же делал правитель форта Гайль. В его крепости установлен портал, ведущий к замку полубога Радана. И в целом многие мелкие и средние лорды предпочитали жить в крупных городах. Какая разница, как там выглядит родовой замок, если род имеет роскошный особняк на какой-нибудь милой улочке, усыпанной золотыми листьями. Последний живой наследник Замогилья, Кеннет Хейт, одет как столичный аристократ. Занятно, что его зеленое платье – это одежда, которую получал ребенок знатной семьи, когда достигал совершеннолетия, а к ней прилагался еще один признак перехода во взрослый возраст – кинжал из эртстали. Описание кинжала на японском говорит, что он сделан из латуни. Латунь в реальности часто считалась дешевым заменителем золота в храмах. Однако для знати Междуземья довольно странно чем-то заменять золото, ведь в столице оно буквально падает с неба. Листья древа Эрт золотые, как и все растения, которые выросли достаточно близко к стволу, эпицентру облучения внешнего бога. Возможно, предполагалось, что ребенок знати должен заслужить настоящее золото, милость древа Эрт, а пока достоин лишь его заменителя. Трудно сказать. В видео про жизнь работяг в Elden Ring мы упомянули, что вельможи Междуземья очень любили понты. Но если у обычных богачей было принято понтоваться золотом и роскошью, то правители больше всего ценили магию. Магию волшебников, чудеса внешнего бога, зачарованное оружие, доспехи, редкие заклинания, умение их применять, подобного рода штуки. Для выходца из знатного рода было почти обязательно иметь какую-нибудь зачарованную фигулину, и чем она уникальнее, тем круче. Отправившись в странствие по зову благодати, чародей Рожер, потомок аристократов, бежавших из Междуземья во время раскола, взял с собой рапиру, которую можно использовать как катализатор для заклинания клинков. Также оружие Гидеона из крепости Круглого Стола отражало его личность – скипетр в форме руки, сжимающей жемчужину, которая одновременно мир, небеса и око – символ недостижимости высшего знания. У многих семей были особые навыки или легендарное оружие, которое передавалось по наследству как великая ценность. Семейным оружием Хослоу был кнут-лепесток, и не столько он сам, сколько технологии его изготовления и умение пользоваться. Занятно, что наследник рода Джуно Хослоу, конечно, да, который был списан с Джона Сноу, судя по одежде, сражается сразу двумя кнутами. Вероятно, второй был сделан для его младшего брата Диалоса, но тот вырос неумех и оказался недостоин владеть фамильным оружием. Род Море был семьей палачей и гордился огромным двуручником для казни преступников. Правда, последний глава рода оказался слишком хлипким, чтобы поднять здоровенный меч, и для повседневного ношения заказал себе легкую рапиру из жала гигантского ядовитого муравья. Зачарованным оружием правители награждали выдающихся рыцарей. Так, последователи молений владеют косами и копьями, которые используют как катализатор для чудес, а мечи рыцарей Карии насыщены магией. Редкое оружие было лучшим подарком среди знати. А не книга, как вы могли подумать. Вот он намек, так сказать. 8 марта близко, где-то моя рапира. Ренала, между прочим, подарила своему мужу на свадьбу двуручник, который он потом зачаровал силой золотого порядка. Странный, конечно, намек. Похожий может получить от принцессы Ренни главный герой игры, если решит жениться на ней, кстати. Подарки делали не только живым. В память об убитом Годвине его брат Микелло сделал меч «Золотая эпитафия» – отменное оружие для уничтожения оживших покойников. Но, увы, мечу суждено было упокоиться вместе с ним в могиле героя. Жители Междуземья в целом любили увековечить память о чем-то в виде оружия. Правители замка Морн хранили меч из множества мечей, наследие клана, владевшего плачущим полуостровом до завоевания Готфри. Больше памятник истории, чем оружие для боя. А о славных битвах прошлого сообщают памятники в форме мечей, воткнутых в землю. Но вернемся к правителям. Семьи и общество возлагали большие надежды на наследников рода. От них требовалось и умело править, и быть примером для подражания, и совершать подвиги в бою, реальном или на турнире. Для этого семья уделяла много внимания образованию детей. Обычные люди получали базовые знания от родителей или священников, вроде умения читать и писать. Люди побогаче могли ходить на лекции в Академию Раи Лукарии, где узнавали о физике, астрономии и прочих науках Междуземья. Или на дебаты церковных философов, изучавших золотой порядок. Но детям правителей было не к лицу сидеть на одной скамейке с плебсом. Для них находили личных учителей. И да, где еще понтоваться силой заклинаний или крутым оружием, как не на поле боя?
Нанятые учителя обычно учили своих подопечных магии, чудесам или особым боевым навыкам. Скорее всего, таким был учитель рыцаря Бернала, который коллекционировал навыки умерших воинов, чтобы увековечить память о них, и передал любовь к этому занятию своему ученику. Радан учился магии гравитации у алебастрового повелителя, существа с каменной кожей, которое когда-то упало на Междуземье из космоса. Судя по всему, его учитель жил в Селии, городе магов в звездных пустошах, и уже имел несколько учеников, в том числе Альбинора Гая. Пришельцу из космоса неведом междуземский расизм, где альбиноры считались второсортными существами. Старшие ученики начали учиться магии, чтобы стать сильнее в бою, но вот Радан изучал гравитацию, чтобы продолжать ездить на детской лошадке. Хилый Леонард не выдерживал взрослого воина, закованного в латы, но немного волшебства, и он смог скакать не хуже призрачного потока. Из чего следует, что в начале обучения Радан уже был достаточно взрослым, чтобы уехать из дома в другой регион и жить там самостоятельно, но все еще достаточно ребенком в душе, чтобы преследовать такую детскую цель. Пример его сестры Ренни показал, что хотя дети-правители могли сами выбирать себе учителей, у них все же были ограничения. Учитель должен держаться в рамках золотого порядка. Принцессе приходилось скрывать, что она обучается снежной магии у ведьмы, которая считалась еретичкой. Впрочем, многие дети лордов, родившиеся в мирное время, не стремились учиться и раскрываться. Оставались бездельничать в столице, тратить семейные деньги на развлечения и носить подаренный к совершеннолетию кинжал до самой старости. Знакомая картина, да? Или выбирали мирные профессии вроде дипломатии и торговли, а для защиты нанимали героев. Герои. Сложно описать в двух словах, кто такие герои, хотя в игре информации о них больше, чем о ком-либо еще. Это и герои легенд, древние правители, ученые или воины, чьи жизни стали сказкой для следующих поколений. Это и их молодые последователи, которые тоже пытаются войти в легенду. Это религиозный спецназ, который королевский двор посылал на разборки с врагами древа Эрт, когда обычные солдаты не справлялись. Это военачальники, которые вели за собой армию на войну. Это знаменитости, которые завоевали себе славу силой или скандалами в колизеях или в странствиях. Это помазанники Божьи, ведомые благодатью и буквально рукой Бога. Два пальца охотнее всего говорили именно с ними. Некоторые бродили по миру в одиночку, другие были подобны знатным лордам с многочисленной свитой и немеренным богатством. Порой герои объединялись в организации, вроде круглого стола. Весьма разномастная категория элит, однако самая элитная. Ярче руны героя сияет только руна Повелителя Элдена. А поскольку статичные руны, которые можно подобрать с трупов, это золотой свет, дарованный великой волей, для внешнего бога герои были самыми ценными подданными. Обычный люд Междуземья тоже любил героев. Они воспринимались как однозначно хорошие ребята, которые придут и помогут в случае чего. В отличие от солдат, которые без пинка от лорда ничего делать не будут, и правоохранительной системы, которые приходило карать, а не спасать. Немалую роль в народной любви сыграло и то, что героем мог стать любой. Хоть благородный лорд, хоть простолюдин, хоть иностранец, хоть говорящий горшок. Для этого не нужны были титулы и богатства. Достаточно только делать добрые дела, а дальше уже Бог поможет. Добрые, разумеется, с точки зрения того самого Бога. Так или иначе, главными критериями для становления героем в эпоху Древа Эрт были успехи в бою и верность золотому порядку. Множество воинов странствовали по Междуземью, пытаясь добыть себе славу или найти достойного противника. Таким в игре, например, является оживший кувшин Александр. Единственная причина его странствий – желание подраться с каждым встречным силачом. Ну и куда его в итоге то привело, скажите мне? Да. Некоторые странствовали в поисках мудрости. Золотая маска скорее философ, изучающий золотой порядок и принципы великой воли, но при этом он тоже назван героем. Королева Реналла попала в героическое сказание благодаря странствиям в поисках нового заклинания. Иные целенаправленно отправлялись делать добрые дела. Для кого-то это было своеобразной промо-кампанией. Многие правители хотели заполучить свою свиту прославленного героя и готовы были обеспечить его безбедной жизнью. Потому путь странствующего частенько оканчивался в чьем-то замке, либо в могиле, если воин был недостаточно успешен. Были и те, кого путешествие приводило в тюрьму, как древнего героя из Замора. Неизвестно, за какое преступление попал в узилище именно он, но странствующему герою легко оступиться на пути, соблазниться еретическими культами или просто напасть не на того противника. Тем не менее, героям были рады почти в любом селении или замке. В эпоху правления Годфри герои могли показывать свою силу в колизеях. Когда повелителем Элдена стал Радагон, Колизей закрыли, но желающие сражаться и посмотреть на сражения остались, потому богатые лорды стали организовывать турниры, фестивали войны. Большой праздник, где на радость толпе герои могли выяснить, кто сильнее. К его началу город или замок украшали оружием, а для почетных гостей устраивали пир. В сражении поучаствовать мог любой желающий, а наградой победителю была слава.
Звучит довольно не круто на самом-то деле. Однако славный герой — это совсем не то же самое, что некий ноунейм с горы. Победитель фестиваля мог быть приглашен в свиту лорда или богача, то есть нанят как охранник или даже посвящен в рыцари. Правителям всегда нужны выдающиеся воины, а выдающемуся воину неплохо иметь богатого нанимателя. На фестивале войны они могли найти друг друга. Ай, блин, прям как проститутошная какая-то, ё-моё. В игре фестиваль проводит Джерен, смотритель замка Родана. Занятно, что сам Джерен тоже когда-то был странствующим героем, но погостил в замке семьи Кария, поклялся верности тамошнему принцу и теперь фактически правит целым регионом. Его фестиваль особенный, не только потому, что добраться до замка по болотам Красной Гнили – это уже великий подвиг. На нем предстоит сразиться с Роданом, сильнейшим из полубогов, живой легендой, которой надо дать достойную смерть, а значит вписать себя в историю и тоже стать легендой. Для странников это весьма соблазнительная цель. Герои со всего Междуземья и даже с других континентов прибывают в замок Рыжей Гривы, даже несмотря на то, что тот основательно потрепан войнами раскола, а на приветственном застолье подают только капусту и морковь. И украшения в замке не очень-то праздничные. Другой категорией героев были те, кто состоял на службе правителей. Королевскому двору и двум пальцам служили герои из крепости Круглого Стола. После раскола подобную организацию собрала леди Танит, правительница вулкана Гельмир. У нее даже круглый стол имеется. Полагаю, у каждого правителя крупного региона была группа героев для выполнения особых поручений. Как армии лордов копировали по структуре королевскую, так и круг приближенных героев наверняка копировал круглый стол. В отличие от свободных и беспечных странствующих героев, это были серьезные ребята. Хотя леди Танит набирала буквально кого попало, потому что разумных людей в Междуземье осталось немного. В эпоху Древа Эрт правители приглашали ко двору только самых выдающихся. А стать частью королевского круглого стола – предел мечтаний для любого воина. Нередко Великая Воля сама приводила туда избранных, посылая им видение благодати. В крепости они могли получить особое оружие, созданное двумя пальцами, и доспехи от лучших кузнецов. Безродные получали титул, бедные становились богатыми. Те, кто тянулся к знаниям, могли получить обширную библиотеку и лучших учителей. Избранных героев королевский двор обеспечивал всем, чего они желали. Но только избранных, коих было весьма немного. В зале двух пальцев всего 8 стульев и 7 за круглым столом. В свиту мелких лордов мог попасть любой силач. Правители покрупнее подходили к отбору строже и смотрели не только на силу, но и на образование, родовитость, верность древу Эрт, чтобы выбранный герой не опорочил честь сюзерена и не натворил всяких глупостей. А круглый стол был элитой из элит. Чтобы попасть туда, недостаточно просто быть сильным и верным, нужны особые способности. Вошедший в высший круг колдун Альберик владел редкой магией крови и достиг бессмертия, слившись с камнем, подобно великим мудрецам Раи и Лукарии. Рыцарь Вик овладел сложнейшими молитвами древних драконов. Громовое копье Фортисакса, которое он использует в бою, одно из самых требовательных в вере среди всех драконьих чудес в основной игре. Гидеон Офнир не только выдающийся волшебник, но и глава обширной сети шпионов. Не просто так его называют всеведущим. Его слуги докладывают ему обо всем, что творится в Междуземье. Его пример также показывает, что крупному герою круглого стола могли служить герои поменьше, не входящие в высший круг, но тоже способные и героические. В эпоху процветания задачей круглого стола была борьба с врагами древа Эрт, то есть со всеми, кто был неугоден власти. Свернувшие с истинного пути правители, главы и пророки еретических культов – такого рода враги. Охотились они и на других героев. Специально для этого служители круглого стола учили молитвы убийц, помогавшие отвлекать врагов, заглушать звуки и прятаться в тенях. Описание этих молитв наталкивает на мысль, что у круглого стола были разные отделения, возглавляемые разными типами героев. Одни заведовали отрядами тайных убийц, другие собирали информацию от шпионов, третьи занимались наукой, изучали магию и золотой порядок, искали новые заклинания или способы противодействия магии еретиков, четвертые занимались связью с общественностью и поддерживали в глазах народа образ добрых молодцев. Эти последние делали свою работу невероятно хорошо. В народе герои круглого стола считались однозначно положительными, однако в лоре их общество не раз кажется ядовитым гадюшником, готовым затравить друг друга чисто из личной неприязни. Тот же Гидеон подошлет убийцу главному герою, дабы устранить конкурента на пути к кольцу Элдена. А когда убийца проиграет, старикан лицемерно скажет, что это просто маленькое недопонимание, да и вырезать целую деревню мирных альбиноров для него лишь маленький шаг на пути к цели. Когда крепость
крепость еще находилась в Ленделе. Ее героем был колдун Альберик. Но беднягу так затравили насмешками другие герои, что однажды он сорвался и вырезал языки всем обидчикам. Тем не менее, для великой воли и золотого порядка крепость Круглого Стола была буквально основой государства, госаппаратом, на котором все держится. Именно поэтому, когда начался раскол, два пальца перенесли крепость из столицы в другое измерение. Именно в нее великая воля зазывает новых героев, посылая им видение благодати. Именно она является точкой респавна в Night Rain. Блин, да как же это правильно читается-то, а? К слову, чем больше чем больше автор текста, я-то еще не поиграл. Короче, чем больше автор текста играет в Night Rain, да, тем больше ей кажется, что это такая Вальгалла, где боги делят павших воинов на разные армии и отправляют сражаться друг с другом. В основном Элдоне тоже упоминалось, что героев после смерти ждет особая судьба. Классика. Когда Марика изъяла из миропорядка смерть, это не сделало всех людей бессмертными. Они все еще могли умереть от ран, старости, болезней, но душа оставалась привязанной к мертвому телу, отчего оно продолжало заниматься тем же, что делало перед смертью. Чтобы упокоиться окончательно, мертвец должен вернуться к корням древа Эрт. Они поглотят его тело и освободят душу, отправив в загробный мир. В культе золотого порядка считалось, что древо дает душам перерождение. Гобелены и рельефы с таким мотивом часто встречаются в игре. Однако описание меча Шпильхельфена, который марионовый клинок из Dark Souls 3, намекает, что путь к перерождению был долг. Как и многих в мире живых, на том свете души вело сияние благодати, но увидеть его могли только герои. В описании на русском сказано «павший в бою», но в японском это касается всех героических душ. Скорее всего, перерождение было наградой, которую нужно добыть в бою. Занятно, что его обещала не только сама Великая Воля. Описание заклинаний культа смерти и вещей его служителей намекает, что внешний бог смерти тоже сулил своим последователям возвращение в мир живых. И тоже больше всего ценил героев, павших в бою. Вероятно, богам просто прикольно наблюдать, как их фанаты сражаются друг с другом в Вальгалле. Вот мне Либрариуму это вообще напоминает темных богов из Вархаммера. Но вернемся к Elden Ring. Там живые строили для мертвецов катакомбы. Кем бы ни был покойник, после смерти все должны вернуться к корням древа Эрт. Все равны перед смертью. Но, как сказал бы Дмитрий Пучков, а некоторые равнее. Обычно катакомбы строились где-то на отшибе. Неприметные деревянные двери, которые было бы тяжело найти, если бы на них не указывала статуя Розуса, проводника мертвых. За ними тесные мрачные коридоры с однообразными стенами и нишами для гробов. Совсем другое дело могила героя. Огромное здание на самом видном месте, богато украшенное лепниной и статуями. На его вершине стоит воплощение смерти, держащее на руках умирающего. Где бы ни находилось сооружение, умирающий всегда тянется рукой к древу Эрт. Вместо жалких стульчиков у смотрителей этих мест были резные кресла, не уступающие в роскоши мебели столичных лордов. Вместо тесной комнатки для молитв о покойном в могилах героя есть просторные залы и подземные храмы. Там собирались родственники и фанаты павших, чтобы принести к их статуям могильные ландыши. Для героев собирали самые крупные цветы, которые, вероятно, продавались там же, рядом с поминальным залом. Ведь могильные ландыши в могилах растут. Внутренние коридоры просторные и светлые, стены украшены резьбой и знаменами, а вместо каменных бесов и церберов их охраняют механические колесницы. Проходя игру впервые, не мудрено задаться вопросом, зачем они там? То есть понятно зачем, чтобы игрок страдал, это же все-таки Dark Souls. Но какое у них лорное значение? Неужели они не мешали живым смотрителям гробниц? Весьма вероятно, что колесницы и прочие ловушки в гробницах как раз таки должны были помогать смотрителям. Живой мертвец после смерти продолжает заниматься тем же, что делал при жизни. Умершая после раскола знать продолжает бродить по дорогам в поисках утраченной благодати. Маги и ученые продолжают листать свои книги. Не так уж сложно уложить в гроб казначея, который после смерти таскает сундучок с ценностями. А некоторые сознательные граждане под конец жизни отправлялись медитировать на стульчике, чтобы после смерти смирно сидеть на нем, ожидая перерождения. Но многие герои погибли в бою, а значит, после смерти их безумные тела продолжали сражаться со всеми вокруг. Одолеть их было не так-то просто, мягко говоря. Возможно, механические колесницы в могилах героя для того и существуют, чтобы остановить героического покойника, если он не захочет лежать у корней. И возможно, что героев хоронили в особых гробницах не только ради уважения к ним, но и для удобства могильщиков.
После раскола многие традиции нарушились, в том числе и это. Павших в бою стали хоронить где попало. Во время битвы Родана и Малении погибших воинов сложили в катакомбы неподалеку, и покойники передрались между собой. А поскольку они бессмертные, то могли этим заниматься вечно. Вот она, настоящая Вальгалла, да? Офигевшие от такого поворота бесы-охранники вынуждены скромно прятаться за углами, чтобы их не затоптали. А еще, в отличие от катакомб для обывателей, в могилах героя часто есть окна. Возможно, они сделаны там, чтобы вонь разлагающихся трупов проветривалась и меньше беспокоила тех последователей, которые оставались сторожить могилу своего товарища или кумира. Традиция сторожить могилу павшего товарища как будто бы казалась жителям Междуземья очень романтичной. По крайней мере, она была очень распространена и не только на геройских кладбищах. В могиле героя Гельмира сидит алый волк чемпиона. Возможно, друг, которого он охраняет, это рыцарь-зверолюд Флоу, чей прах можно забрать после победы над волком. На краю плато Альтус можно найти одинокую могилу, на которой сидит тыквоголовый. В былые времена носители таких шлемов были гладиаторами. Впрочем, могилы были не единственным способом выразить почтение. В мире Элдена герои были своеобразными знаменитостями. События из их жизни становились основой для постановочных боев в Колизеях и воспевались министрелями. Портреты героев и сценки их подвигов украшали талисманы, мебель, щиты. Их личная жизнь становилась темой для сплетен. Особо выдающиеся герои задавали моду, которую потом подхватывали жители городов, желающие подражать знаменитостям. Так полубог Годвин после победы над драконами подружился с ними и освоил их чудеса молнии, отчего столицу, а потом и окраины, захватила волна увлечения всем драконьем. Богатые рыцари заказывали себе доспехи и оружие с изображением драконов. Рыцари победнее учились метать молнии, тоже вариант, да? Лорды возводили в честь драконов храмы, а знатные бездельники отправлялись в паломничество, чтобы их посетить. Все были при деле. Благо драконы в те времена были не против общаться с людьми. А вот был бы там Сид, но Сида там, к сожалению, не было, потому что это другая вселенная, и вместо этого некоторые драконы даже принимали для подобных общений человекоподобную форму, а некоторые герои пытались стать драконами. Да, знаете, трудно вообще разговаривать об Elden Ring, не ловя бесконечные вайбы из Dark Souls, ну да ладно. В общем, по преданиям, для этого нужно было съесть драконье сердце. Описание молитвы Магма Теодорикса рассказывает историю тролля Теодорикса, который был героем войны с великанами, но потом увлекся запретными чудесами огня и драконами, и к началу игры сам превратился в огромного змея. Да, я-то думал, что Макар — это мой школьный друг по фамилии Макаров, да, который переиграл в Elden Ring, но нет, нифига. Оказывается, герои, употребившие слишком много драконьих сердец, как раз-таки превращались в магмовых змеев, толстых неповоротливых рептилий, неспособных летать и лишенных всякой драконьей грации. Те, кто слышали о таких превращениях, считали их проклятием за излишний интерес к драконам. Стать какой-то там ящерицей вместо грациозного летающего дракона — это было совсем не круто. Как и у знаменитостей реального мира, у героев были фанаты. Знатные леди и лорды выбирали себе любимчика, песни о подвигах которого исполняли в их домах музыканты. А если тот еще жив, его могли одаривать подарками. Прям как блогеров, да? Когда драконица Лансиакс приняла человеческий облик, чтобы учить людей молитвам своего рода, она стала фанаткой Вика, рыцаря круглого стола. Внезапно. В знак своей благосклонности она не только научила его метать драконьи молнии, но и подарила особую молитву, укрепляющую оружие и тело. Люди с пониманием относились к подобным увлечениям. Все-таки все любили послушать увлекательные истории о подвигах. Интернета же не было, да? Но порой фанаты переходили черту. Их увлечение вредило не только их работе, но и окружающим. Особенно, когда поехавший фанат был правителем. Например, наследник рода палачей Море так фанател по королевской семье, что весь свой замок уставил статуями. Звучит вполне обыденно, многие богатые дома украшены статуями. Однако любовь Море к королевским детям была так велика, что он скупал все статуи Годвина, Малении, Микелы, до которых мог дотянуться. Те стояли в замке и вокруг него без всякой логики, как на складе. Понятно, да? Это вовсе не отсылка на Bloodborne, это просто там лорд чокнулся. Особенно Море нравилась Маления. Ну, тут его можно понять, просто он с ней не дрался еще. Он скупил множество доспехов ее личных рыцарей, несколько старых протезов рук и ног, выставив в зале как сокровище. Приглашал героев из ее свиты погостить у него, а на самом видном месте в зале обедов и совещаний повесил ее большой портрет. Надо сказать, что знатные дома предпочитали вешать в таких местах своих сюзеренов или предков. Для лорда, служащего полубогу Рикарду, вешать на самом видном месте портрет принцессы, к которой он не имеет никакого отношения, довольно некультурно.
Вассалы пытались возражать, но Море не слушал и вскоре сам захотел уподобиться богине гнили, сгнив вместе со своим домом. Для этого он пригласил порочных парфюмеров, алхимиков, которые делали яды и наркотики. К началу игры все поместье утонуло в ядовитом болоте. Подданные Море сбежали или превратились в бродячих трупов, и никто не смог защитить лорда от преступника из Эокайда, который ограбил его и выгнал из поместья. Игрок может встретить бывшего правителя недалеко от замка, среди множества статуй принцев и принцессы. Только каменный голем, наследие рода, остался защищать павшего лорда. И иронично, что, защищая хозяина, он переломает нафиг все его любимые статуи. Мудрецы и монахини. Говоря о феодальной системе, нельзя не упомянуть один из ее столпов – духовенство. Главной религией в эпоху Древа Эрт был культ Великой Воли и королевы Марики. Однако она была не единственным проводником внешнего бога. Ей помогали, или скорее контролировали ее, пальцы. Пальцы рассказывали людям о боге, поясняли, что правильно, а что нет, вот только у них нет рта и тела, и вообще ничего лишнего, только гигантская волосатая ладонь с двумя пальцами, потому их называли два пальца. Логично. Какая гадость. В игре живых двух пальцев осталась одна штука в крепости круглого стола, но когда-то их было больше. В каждом регионе есть минимум одна священная башня, на вершине которой лежит труп пальцев. Даже будучи мертвыми, они могут благословлять великие руны, которые собирает герой игры. В былые времена пальцам прислуживал обширный орден монахинь – служанки. У многих категорий общества в игре есть представители, по чьим квестам и вещам можно узнать о жизни подобных людей до раскола. Жизнь служанок пальцев демонстрирует Ирина из Морна и Чтицы. Ирина – дочь хозяина замка Морн. Почти сразу после первой встречи с главным героем она умрет, но вскоре внешний бог возродит ее как искательницу света Йоту или Хёйту. Имя, конечно, полное, Хёйта, я должен сказать. Да-да. В общем, Хёйта — это, конечно, фальшивая приманка, которая нужна, чтобы заманить главного героя к богу безумного пламени. Она отлично копирует своих настоящих предшественниц. Ирина одета как рядовая служанка пальцев. Вероятно, семья готовила ее к этой роли. А став Хёйтой, она наденет накидку странствующей служанки. Ее описание говорит, что служанки делились на две категории. Первая прислуживала пальцам. Их в орден набирало само божество, посылая им видения, которые должны были привести их к тем двум пальцам, где они больше всего нужны. И помочь такой девушке добраться до цели было честью для каждого верующего, а причинить им вред – непростительное преступление. Скорее всего, именно из них получались чтицы. Хотя рта у пальцев нет, все же они могли общаться с помощью едва заметных движений. Уже в упомянутом видео про работяг в Elden Ring у нас было предположение, что, скорее всего, пальцы могут чертить в воздухе буквы языка света, того самого, который появляется вокруг персонажа во время молитв и сотворения чудес золотого порядка. Язык света, как и любое сияние божества, будь то благодать великой воли или огонь павшего бога, ярче видят те, кто лишен обычного зрения. Потому рядом с пальцами всегда находились слепые монахини, которые переводили их послания с божественного на человеческий. У всех чтиц в игре глаз нет настолько совсем, что их будто бы вырезали специально. У служанок рангом пониже есть глаза и вроде бы зрячие. Тералина на фестивале войны видит и приветствует героя. Два пальца в крепости круглого стола имеют только одну переводчицу – Энию. Ее сменщицы давно мертвы и мумифицировали в соседней комнате. Что не мешает продавать им товары главному герою по завышенной цене, блин. Но в эпоху процветания у каждых двух пальцев было много служанок, ведь девушкам, в отличие от бессмертной магической хтони, нужен отдых, представляете? На японском служанки называются мико, особые жрицы, которые впадали в религиозный транс и могли предсказывать будущее. Именно этим занимаются оставшиеся без пальцев чтицы в игре, хотя их предсказания довольно туманны, а когда Эния говорит от лица пальцев, это действительно похоже на транс. В былые времена жрицы указывали верующим, как им себя вести, не ересь ли чудеса драконов, можно ли дружить с волшебниками. К ним обращались за советом или предсказанием высокородные лорды и простые люди. Подозреваю, чтицы также торговали всякой священной мелочевкой, зачарованными талисманами, чудесными кольцами и прочими полезными штуками. Старухи и служанки у круглого стола занимаются этим даже после смерти, да. Да и сама Эния тоже, кстати, не против продать герою дорогущее снаряжение полубогов. Прям точка Wildberries.
Вторая категория Юби Мико сопровождала героев, чтобы направлять их по пути благодати. Этакие личные консультанты и связь с Богом. До раскола они были только у самых перспективных героев, но после иметь такую служанку стало почти обязательным, ведь только они могли провести героя крепости круглого стола. То, что главный герой игры бесслужаночный, для других персонажей выглядит немного неловким, как будто бы он девственник 40 лет. Впрочем, довольно быстро к нему приходит Мелина, и все меняется. Она предлагает сопровождать его в пути. Сама она не монахиня, но по ее репликам можно предположить, чем занимались рядовые служанки. В первую очередь они следили, чтобы герой оставался героем, не совершал преступлений против веры, не увлекался всякой ересью и занимался тем, чего от него хотела великая воля. Во вторую, это немножечко неочевидно лично для меня было, давали образование. Героем мог стать, как вы помните, абсолютно любой, как человек из знати, имеющий определенную базу знаний, так и проходимец из низов, или вовсе иностранец, незнакомый с культурой золотого порядка. Потому служанки учили его писать, читать руны, которые были общим языком Междуземья, и языку света, бывшему в ходу у духовенства и пальцев, а также простым молитвам, если у героя были к этому способности. Еще они учили героев истории, как развивался золотой порядок, что говорила Марика с броневичка по тому или иному поводу, какие происходили битвы на землях вокруг. История в их пересказе была изрядно порезана божественной цензурой, понятное дело. Героям рассказывали только то, что им стоило знать. А о том, кто был богом до Марики, как кольцо Элдена потеряло вот эти вот части, или куда вообще делся кусок земли в центре континента, это им было знать не обязательно. Вот здесь очень нужен мем из «Иван Васильевич меняет профессию». Полконтинента исчезло, а ничего не сделалось. Ай, не иметь такой наставницы было приемлемо. А вот убийство служанки Пальца – это самое гадкое преступление, которое может совершить еретик. После раскола, когда влияние великой воли ослабло, другие внешние боги начали требовать от своих сторонников избавляться от служанок Пальцев в качестве подтверждения верности. Именно это потребует от главного героя Варры, служитель аморфной матери. И, похоже, этого же потребовало безумное пламя от своего чемпиона Вика. Труп его служанки лежит на месте первой встречи с ним. Впрочем, большинство людей в Междуземье все же сохранили уважение к служанкам. Даже после множества войн, когда континент утонул в безумии, а его жители предались всем мыслимым порокам, чтиц Пальцев никто не тронул. Мико могли стать только женщины, но мужчины-монахи в Междуземье тоже существовали, предсказатели и проповедники. Многие из них не обладали большим влиянием. В игре можно найти несколько справочников, описание которых сообщает, что автор не смог пойти в услужение Пальцем и потому начал проповедовать святое учение. Из этого можно сделать сразу несколько выводов. Например, что авторы справочников были не шибко-то богаты, и на жизнь им приходилось зарабатывать ремеслом. Некоторые смогли записать в справочник только рецепт маринованных птичьих лапок, еды бедняков, у которых не было денег на мясо получше. Другие проповедники делали лекарства и специи, которые продавали простым людям. Некоторые, подобно служанкам, учили мирян молитвам. Простым, но полезным, исцеляющим или избавляющим от ядов. Стабильный доход был у тех, кто зачаровывал стрелы и святую воду для рыцарей и охотников на живых мертвецов. Они были богатыми покупателями, но товары для них требовали немалых усилий и мастерства. Святые стрелы – это настоящее произведение искусства. В конце концов, главный герой, заглянув в такой справочник, может выстругать только дешманскую костяную стрелу. Были предсказатели будущего. Но похоже, что к Мико у общества было гораздо больше симпатии и доверия, чем к проповедникам. Потому что когда предсказатели вроде брата Корина поняли, что древо Эрт придется сжечь, их заклеймили предателями и заковали в позорные кандалы. Но Эния может рассказать, как сжечь дерево и где найти огонь, свободно и без зазрения совести. Если авторы справочников не могли стать слугами Пальцев, значит, были и те, кто смог. Пальцы больше всего ценили не ремесленников и лекарей, а воинов. Начальный класс духовника – это как раз такой слуга церкви. Описание его сета говорит, что его обладатель был на зарплате у государства и, кроме проповедей, занимался шпионажем и тайными убийствами, куда ж без этого. Некоторые шпионили внутри Междуземья, другие отправлялись проповедовать и разведывать на другие континенты. Настоящие же элиты среди мужского духовенства были мудрецы. Однажды, открывая очередной храм, королева Марика объявила, что эпоха слепой веры закончилась. Пришло время науки, время изучить золотой порядок, постичь его основы и понять великую волю. Именно так в реальном средневековом христианстве философы и монахи пытались понять Божьи законы, делили ангелов по классам и гадали, сколько их уместится на кончике иглы. Да, было дело. В Междуземье Бог более реален, а его божественное влияние на мир можно ощутить, измерить и направить. Да, можно было бы спросить
спрашивать о нем напрямую у двух пальцев, но, видимо, Марика и ее подданные решили больше не принимать на веру их слова, а искать собственные ответы. Поиском занимались философы, поэтому ответы у всех получались разные. Некоторые считали основой золотого порядка древо Эрт, и хотя их теория была слегка простецкой, почитатели древа Эрт сделали много полезных молитв, защищающих воинов в битве. К тому же они, похоже, были ближе всего к простым людям. Их изобретения широко использовались в армии. Их молитвы в игре не спрятаны в молитвословах, а валяются просто на земле, на трупах или в кучках грязи, которые собирают скоробеи. Фундаменталисты считали золотой порядок вещью самой в себе, цельной и независимой. В эпоху процветания их философские изыскания были скорее высокоумным развлечением для богатых. Заумные книги может понять только обладатель хорошего образования, а созданные им молитвы не предполагали практического использования. Это были просто демонстрации теории. Именно ради демонстрации была создана молитва «Закон причины и следствия». Именно ради забавы скульптор, воявший статую Радагона, спрятал в ней секрет, который откроется только сторонникам регрессий, одного из течений фундаментализма. После раскола их теории быстро радикализировались и породили толпу фанатиков, которые считали, что должны защитить чистоту золотого порядка любой ценой. Как, например, охотники на живых покойников, которые поначалу вырезали бродячих мертвецов, не вернувшихся к корням, а чуть после начали устраивать самосуд над всеми, кто казался им еретиками. Глядя на них, некоторые мудрецы отвернулись от фундаментализма, как святой Золотая Маска или полубог Микелла. Впрочем, в эпоху мира мудрецами восторгались. Среди знати и ученых философы находили сторонников. Молодежь и духовники низкого звания тянулись к ним в ученики. Большинство мудрецов жили в Ленделе, столице королевства. Зачем путешествовать куда-то за мудростью, когда золотое древо, основа их веры, растет прямо в центре города? И, скорее всего, большинство были богаты. Церкви в игре явно не бедствуют, а у воина или крестьянина не так уж много времени, чтобы философствовать. Но были исключения. Золотая Маска – ярый аскет. Он приехал в Междуземье с другого континента, чтобы изучить золотой порядок, и ради науки отринул все земные богатства, кроме, собственно, Золотой Маски, символа совершенного кольца Элдена. Он настолько преисполнился благодати, что даже перестал говорить по-человечески и для общения использовал язык света, подобно двум пальцам. Некоторое время он ходил в старом тряпье, пока ученики не убедили его одеться поприличнее, подарив ему золотые трусы и браслеты. Видимо, старое тряпье не очень-то прикрывало мудреца. Хотя какая ему нафиг разница, да? А вот остальным... Золотая Маска в ответ раздала своим достойным последователям золотые маски, говоря, что каждый может сиять, как он, если будет достаточно усердным. Сиять, конечно же, никто не стал, да. Ученики погибли после раскола, да и сам мудрец тоже, однако его Однако его труды привлекли внимание Великой Воли, и внешний бог воскресил мудреца, чтобы тот продолжил исследование кольца Элдена. Полубоги. Несколько веков длилось правление Марики. За это время она нарожала с десяток детей, которые выросли, завели своих детей, а те своих. В эпоху Золотого порядка королевская семья была очень большой и очень разнообразной. Те, кто унаследовал божественные силы, назывались полубогами. И хотя они главные действующие лица в сюжете и лоре, мы их оставили напоследок, потому что полубоги охватывают все перечисленные выше категории. Среди них были правители. Радан покорил звездные пустоши. Рикард заведовал карательной системой и вулканом Гельмир. Были и герои. Жизни многих полубогов попадали в легенды и сплетни, но самым любимым в народе был Годвин Золотой, победитель драконов и военачальник королевской армии. Были мудрецы и лидеры сект. Главным божеством считалась Марика, но многие верующие обращали свои молитвы Малении и Микеле. Когда стало известно, что Маления заражена красной гнилью, вокруг нее образовалась секта почитателей. Красная гниль – это проявление внешнего бога гнили. Хотя континент был захвачен Великой Волей, на нем все же остались последователи других богов. И хотя красная гниль разъедает коррозией любую материю, которой касается, с ней все же можно как-то сосуществовать. Насекомоподобные родичи гнили вполне успешно существуют и размножаются даже в зараженных землях. А когда красная гниль разъела Селию, некоторым магам удалось выжить. Похоже, они склонились перед новым богом, и тот дал им устойчивость к яду. Некоторые лороведы считают, что красная гниль выглядит такой мерзкой агрессивной дрянью в игре только потому, что во время раскола внешний бог показал свою плохую сторону – оружие для уничтожения конкурентов, тогда как к верным последователям он более милосерден
милосерден, и так же, как великая воля, награждает их особыми силами. Секта Малении надеялась, что их богиня заразит весь континент и начнет новую эру. Но саму принцессу пугали ее способности. Она прогнала последователей и всю свою жизнь посвятила верному служению древу Эрт. Сектантов при золотом порядке преследовали как еретиков, из-за чего им приходилось прятаться по пещерам. Для самой Малении отказ от божественных сил был весьма полезен. Чем меньше она использовала способности, даруемые гнилью, тем меньше гнила сама. Судя по ранним статуям, до раскола она выглядела менее гнилой, чем в босс-файте и на поздних статуях. Обе руки и глаза были на месте. Если так, то конечности она лишилась во время войн раскола, когда поддалась боевой ярости и начала сеять гниль всюду вокруг. Микеле больше повезло с сектоводством. Он прослыл милым, сострадательным мальчиком, по-детски жалостливым ко всем обездоленным, несчастным и страдающим. Культ Микелы быстро распространился среди низов и тех, кому были не рады под древом Эрт. Рабов-бастардов, нищих шахтеров, альбиноров. Они верили, что однажды Микела создаст для них землю обетованную, где всем будет хорошо. Кое-где в шахтах можно встретить храмы со статуями Микелы и вазочками с травой. Она считалась его символом. Как травинка никогда не станет древом, так вечно юный полубог никогда не станет взрослым. По крайней мере, так считалось среди простого люда. И мало кто догадывался, что Микела тот еще хитрый жук, хотя я бы назвал его вообще по-другому, но, боюсь, такие слова не пропустят в ролик. Да, а его образ милосердного мальчика – это тщательно продуманный пропагандистский план. Когда Марика объявила эпоху процветания, Микела, как послушный сын, активно начал просвещаться. Он изучал святые писания и прочие науки, экспериментировал и изобретал, и поначалу был верным сторонником золотого порядка. Как и многие философы, он пытался понять его, даже создавал новые молитвы, а потом, как ребенок, показывал их отцу. Молитва Кольца Света стала подарком Микелы Радагону. Тот в ответ подарил сыну усовершенствованную версию – Кольца Света Радагона. Видимо, подарок ему понравился. Исследования постепенно привели Микелу к мысли, что подчиниться мутному чуваку из иного мира – чё-то это фигня какая-то, знаете ли. Не лучше ли самому стать богом? Настоящим богом, а не какой-то марионеткой. Однако за подобные желания даже принца могли обвинить в ереси и казнить. Потому все шаги в сторону божественности Микела замаскировал под благие начинания. Любимая сестра страдает от красной гнили. Конечно же, милый мальчик захочет ей помочь. Полагаю, именно Микела создал протезы рук и ног, которые используют Маления и ее сгнившие рыцари. Однако главной целью маленького полубога был поиск способа вытеснить из мира внешних богов всю их магию, влияние и физические воплощения. Раскол помешал Микеле довести дело до конца, но все же он сделал иглу из чистого золота, способную исцелить богиню гнили. Правда, Маления ею не пользовалась, надеясь, что чудо красной гнили сделает ее достаточно сильной, чтобы победить других полубогов в войне. Создав образ божества, желающего помочь всем слабым, Микела обзавелся армией фанатиков среди бедноты, сильных и легко заменяемых бойцов, которых не жаль потерять. Альбинорам Микела обещал землю обетованную, где к ним будут относиться как к равным. А еще избавление от проклятия крови и слабых тел. Искусственно созданные слуги имели слабые ноги, из-за чего не могли ходить как люди, а их потомки к тому же имели уродливую внешность. Их Микела использовал в экспериментах с перерождением. Способность души перерождаться вшита в мироустройство Междуземья. Однако ею заведовали внешние боги. В руках жителей Междуземья результаты перерождения были довольно всратыми, что у древних шаманов, чьи колечные творения хранились в горшках, что у Реналы, жизнью вечно перерождавшихся отпрысков, быстротечно и подобно пустому сну. Микела хотел переродиться, но не хотел рисковать и становиться смертным калекой, потому изучил процесс на альбинорах. Благо, они сами шли к нему за обещаниями рая. В игре многие альбиноры мечтают добраться до Эльфаэля, крепости Микелы. Однако внутри ни одного не видно, куда же они все делись, а вот они, замотаны в коконы. Да, эксперименты оказались удачными. Перерожденные альбиноры трубят в столице, возвещая новую эру. Те самые дудочники, которые так прекрасно аккомпанируют великолепному саундтреку Лэндейла. Правда, ходить они так и не научились. А сам Микела тоже замотался в кокон, чтобы переродиться и стать богом. Дополнение показывает, что ему это почти удалось.
Сюжет и история донесли до нас имена самых выдающихся полубогов, самых сильных, гениальных или достаточно удачливых, чтобы дожить до начала игры. Однако в эпоху Древа Эрт их было гораздо больше. Для королевской семьи брак был инструментом политического влияния, но на любовников никаких ограничений не было, и полубоги активно их заводили, а вместе с ними и детей. Некоторые рождались почти обычными людьми, чуть более способными, чем остальные. Другие внуки Марики унаследовали ее божественность и тоже назывались полубогами. В игре от них остались только безымянные тела в бродячих мавзолеях. Вероятно, они погибли во времена заговора Ренни. Все же Годвин в игре назван первым убитым полубогом, но не единственным. В эпоху процветания безымянные полубоги занимались примерно тем же, чем и поименованные. Были правителями, военачальниками или героями. Их смерть была для подданных трагедией. Для каждого построили огромный саркофаг оживленной магией, чтобы тот бродил и вечно звонил в колокол в память об умершем. Множество воинов соглашались следовать за своим господином даже после смерти, став безголовыми призраками, охранявшими мавзолей. Мы уже упоминали, что традиция сторожить могилу товарища была очень почитаема в Междуземье. Но чем дальше от Марики, тем больше в ее потомках было человеческой крови, тем меньше у них было божественных способностей и тем менее важными они были для королевства. Технически даже дальний потомок все еще причислялся к королевской семье, а значит обладал соответствующими привилегиями и обязанностями. С одной стороны, безмерное богатство, роскошные одежды, свита из рыцарей слуг. С другой, потомка королевы вполне могли использовать в политических игрищах. Например, отправить в другую страну как гостя-заложника, ведь он и королевских кровей, а значит ценен, и по способностям обычный человек, а значит его не жаль потерять, если отношения с принимающей стороной испортятся. Именно таким заложником была Родерика. Ближе к началу игры она решила вернуться в Междуземье. Вероятно, в этом убедила ее свита, потому что сама девушка не видела указателей благодати. Однако в первой же стычке ее сопровождающих разобрали на части слуги Годрика. Кстати, сам Годрик тоже любопытный пример. Он также дальний потомок королевы и ее первого мужа Годфри. И когда-то он был таким же слабым, как и Родерика. Однако желал стать сильнее любым путем. Он выбрал путь приращения. К своему слабому телу он добавлял куски чужих тел. Руки, ноги, пальцы. Не он один так делал. Прирощенные отпрыски часто встречаются в игре. Похоже, в столице после раскола многие пытались стать сильнее, собирая куски других силачей. Однако Годрик выбирал куски для нового себя особо тщательно. Так, чтобы получить не только плоть, но и способности, которыми владел их бывший хозяин. Некоторые лороведы считают, что силу ветра Годрик обрел, когда забрал ногу у полководца из замка Грозовой Завесы. А во время битвы с главным героем Элден Ринг Годрик заменяет одну из рук на голову дракона. Благодаря новому телу Годрик обрел звание полубога и даже смог прихватить великую руну. Но общественность не оценила, и в народе его считают позорным утырком. Давай двигай отсюда, утырок. Лор Элдена невероятно огромен, как и сама игра. О каждом полубоге можно рассказывать на отдельный видос. А ведь были еще волшебники, ноксы в подземных городах, цивилизации насекомых, роговесты, да и о Марике можно много чего рассказать. Например, почему же она решила разобрать кольцо Элдена и не связаны ли с этим горы каменных табличек в ее комнате. Но об этом как-нибудь в другой раз. С вами была редакция Фанпэй и я, Либрариум. Ставьте лайки, комментарии пишите, не ленитесь, на каналы подпишитесь, на мой в том числе. В общем, вы знаете, что делать после просмотра отличного видоса. Сам себя не похвалишь, никто не Короче, мы обещали викторину. Итак, вопросы. Кто был любимый вайфу Море? Мелина, Ренала, Маления. В кого превращались те, кто поедал драконьи сердца? В драконов, в магмовых змеев, в троллей. Что построили в память об убитых полубогах? Памятники в виде мечей, храмы, бродячие мавзолеи. Как зовут коня Родана? Леонард, Леонид, Гай. И последний вопрос, на него ответа в ролике не было, и не смейте допрашивать Google, тут вам поможет только познание в лоре. Куда идет странствующая Хьойта или Хьетта? К 2 пальцам, к 3 пальцам, в Лэндейл.
Ответы ищите в закрепленном комментарии, а у меня на этом все. Спасибо за просмотр и до встречи в других видео. Через вечность.